28 февраля мы наблюдали грандиозный парад планет Солнечной системы. Вся семерка выстроилась в одну линию и одновременно была видна с Земли. Это редкое астрономическое явление и большая удача для нас, космических путешественников. Можно оценить сразу все планеты и понять, какая из них интереснее. Вот оранжевая от жара Венера, на поверхности которой плавятся металлы. Дальше полосатый как арбуз от вихрей Юпитер, сине-зеленый, подобно океану, Уран. Каждая из планет по-своему уникальна. Некоторые украшают себя кольцами изо льда и камня, другие выбрасывают в небо гигантские струи гейзеров, а третьи прячутся под вуалью серебряных облаков. Где-то веками бушуют ураганы, в сотни раз сильнее земных, на тысячи километров бьют молнии, озаряют небо невиданные авроры. Практически невозможно отдать предпочтение какому-то одному из этих миров. А что если избавиться от сложного выбора и совершить беспрецедентный круиз по всем планетам Солнечной системы? Никто из космических путешественников наверняка не откажется от этого предложения. Так что собираем все необходимое и в путь. Только ничего не забудьте. Полет будет долгим и нелегким, но очень крутым. Мы отправляемся к давно знакомым нам планетам, и, кажется, маршрут полностью ясен. На самом деле с понятием «планета» ученые определялись очень долго. Это во многом связано с историей рождения подобных объектов и их дальнейшим развитием. Согласно самой распространенной теории, Солнце и все планеты начали свой путь в гигантском облаке молекулярного газа, в основном из водорода и пыли. Астрономы находят очень много таких звездных яслей в рукавах спиральных галактик, в том числе нашего Млечного Пути. Затем, около 4,5 миллиардов лет назад, в результате какого-то масштабного события, облако разрушилось. Катастрофа могла произойти из-за пролетающей рядом звезды или ударных волн от сверхновой. Конечным результатом стал гравитационный коллапс или резкое сжатие материи в центре облака. Из-за этого уже наметившиеся в облаке карманы пыли и газа начали сжиматься в более плотные области, которые притягивали все больше материи. Сохранение импульса после катастрофы запустило вращение этой плотной области, в то время как возросшее давление заставило ее нагреваться. Большая часть материи оказалась в центре шара, остальная же сплющилась в диск и начала вращаться вокруг него. В дальнейшем шар в центре облака образовал Солнце, а оставшаяся часть материала пошла на формирование протопланет. Из-за более высоких температур кипения только металлы и силикаты могли существовать в твердой форме ближе к Солнцу. Они образовали планеты земной группы – Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Поскольку металлические элементы составляли малую часть солнечной туманности, эти объекты не смогли вырасти очень большими. Напротив, планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун сформировались дальше от Солнца в более прохладном регионе космоса, где летучие ледяные соединения оставались твердыми. Льды, которые легли в основу формирования этих планет, были более многочисленны, чем металлы и силикаты. Таким образом, внешние планеты смогли стать настоящими гигантами, захватив огромное количество водорода и гелия. Оставшиеся обломки в протопланетном облаке, которые так и не стали планетами, скопились в поясе астероидов. Но больше всего их оказалось на окраине Солнечной системы, в поясе Койпера и облаке Оорта. Там вращаются не только крупные камни, но и огромные объекты, которые потянут с маленький Меркурий. Почему они не включены в дружную семью наших планет? Все дело в том, что здесь важно не только набрать достаточный диаметр и массу. Планеты, в частности, должны иметь шарообразную форму, а также очистить свою орбиту ото всех других объектов. Ближе всего к Солнцу это сумел сделать Меркурий. С него мы начнем наш круиз и зажжем на горячей планете. Она не может быть другой, поскольку очень долго и благополучно выдерживает соседство со светилом. Меркурий образовался около 4,5 миллиардов лет назад, когда гравитация скомкала закрученный газ и пыль, чтобы сформировать маленькую планету.
Да, Меркурию досталось не так уж много материи. Его масса почти в 20 раз меньше, чем у Земли, а радиус чуть больше трети земного. По поводу этого в НАСА приводят следующие сравнения. Если представить нашу планету как пятицентовую монету, Меркурий будет примерно размером с чернику. И, конечно, эта космическая ягодка как следует прожарена Солнцем. Планета в среднем находится на расстоянии 58 миллионов километров или 0,4 астрономической единицы от Солнца. Ей нужно 88 дней, чтобы обернуться вокруг светила. Долгое время считалось, что этот мир всегда повернут к звезде одной стороной. И только позже, благодаря данным обсерватории Аресибо, астрономы увидели, что все иначе. Меркурий крутится вокруг своей оси, совершая один оборот за 59 дней. Таким образом, проходя 2 круга вокруг Солнца, планета всего лишь 3 раза оборачивается вокруг себя. Уникальная конфигурация для нашей системы. Представляете, какие температурные качели на планете создает подобная орбита? Благодаря этой особенности на Меркурии существует нечто подобное временам года, но только 2 – зиме и лету. Адская жара и безумный холод, причем без мягких переходов, вот что ждет нас на Меркурии. Летом, когда планета приближается к Солнцу, ее дневная сторона может раскаляться до 465 градусов. Но сутки у нее длиннее, и за день планета значительно удаляется от звезды, замерзая ночью до 184 градусов. Во многом это происходит из-за отсутствия атмосферы, которая сохраняла бы тепло и защищала Меркурий от избытка солнечных лучей. Тем не менее, автоматическая межпланетная станция «Мессенджер» НАСА заметила в том мире нечто удивительное – глыбы водяного льда на поверхности. Откуда на планете, которая временами раскаляется до немыслимых показателей, может взяться лед? Ученые дают на это невероятный ответ. Лед мог появиться не вопреки жаре, а благодаря ей. Вот как это происходит. Поступая на поверхность Меркурия при ударах комет, вода испаряется и путешествует по планете. Этот путь длится до тех пор, пока жидкость не замерзнет в полярных областях, на дне глубоких кратеров, куда никогда не заглядывает Солнце. Там лед сохраняется практически вечно. После этих кратеров вечной ночи давайте заглянем глубже, в недра планеты. Как и его скалистые собратья, Меркурий имеет центральное ядро, каменистую мантию и твердую кору. Это вторая по плотности планета после Земли. У нее большое металлическое ядро радиусом около 2074 километров, которое занимает около 85% ее радиуса. Оно частично расплавлено или находится в жидком состоянии. А вот внешняя оболочка Меркурия очень тонкая по сравнению с земной. Если выйти на поверхность, то мы увидим здесь пейзажи, похожие на лунные. Снаружи планета испещрена множеством ударных кратеров, образовавшихся в результате столкновений с метеоритами и кометами. Очень большие ударные бассейны, такие как Колорис, являются результатами атак различных космических камней и скал еще в начале истории планеты. Колорис – один из самых больших ударных кратеров в Солнечной системе, диаметром в 1550 километров. На планете также существуют огромные равнины, есть и скалы, высотой достигающие километра. Они поднялись, когда внутренняя часть этого мира остывала и сжималась в течение миллиардов лет с момента образования. Весь ландшафт во время путешествия предстанет перед нами в серовато-коричневых тонах. С высоты он будет как бы перерезан яркими полосами, которые называют кратерными лучами. Они образуются, когда астероид или комета ударяется о поверхность, вырывает большую яму в земле, а также дробит множество камней под точкой удара. Большое количество этого материала отбрасывается далеко от кратера. Мелкие частицы камня лучше отражают свет, чем крупные куски, потому кратерные лучи выглядят ярче. Есть еще одна сила природы, которая меняет внешность Меркурия, хотя до недавнего времени ученые ее отрицали. Речь идет об извержении вулканов.
и считалось, что на планете они давно не происходят. Однако недавно среди данных зонда Messenger астрономы рассмотрели область относительно недавней вулканической активности. На снимках зонда, в частности, виден бассейн или кратер Сергея Рахманинова, один из самых молодых на планете. Там обнаружены признаки вулканической активности уже после формирования бассейна. Приблизительную дату извержений ученые определили методом анализа текстуры поверхности планеты. Чем больше наслоений на кратерах, тем структура старше. Кратер Сергея Рахманинова, как выяснилось, примерно на 2 миллиарда лет моложе предполагаемого ранее возраста. После дополнительного анализа данных зонда Messenger астрономы надеются обнаружить в том мире области с еще более сжатыми следами вулканизма. Тектоническую активность любой планеты теоретически ученые считают одним из признаков ее обитаемости. Правда, у Меркурия, который выбрал место буквально вплотную к звезде, никаких видимых шансов на это нет. Хотя некоторые исследователи полагают, что у соседа Солнца не все так плохо. На его полюсах климат стабильный, и даже могут быть ледяные шапки. Настоящее Эльдорадо для живых существ с постоянной температурой, запасами воды. Да и солнечной энергии в небе хоть отбавляй. Даже есть зонтик, магнитное поле, который защитит от смертельного излучения. Но этот щит совсем мизерный. Магнитное поле Меркурия равно всего примерно 1% земного. Можно ли говорить об обитаемости мира, так слабо защищенного от солнечных лучей? В данном случае, как говорят ученые, еще остается шанс. Зонд Messenger заметил, что некоторые части планеты похожи на швейцарский сыр. Дырочки в нем — уникальные подземные лавовые трубы. Конечно, нет надежды найти в них человекоподобных меркурианцев или существ, похожих на земных животных. Однако колонии микроорганизмов внутри этих труб – другое дело. Крошечные невидимые создания вполне могут выжить в защищенных от солнечного излучения и экстремальных температур в лавовых трубах. Впрочем, эта гипотеза на сегодняшний день не подкреплена никакими фактами. Так что с обитаемостью Меркурия все же пока не очень складывается. Но назвать его обугленным от жара звезды, однообразным и неинтересным небесным телом, согласитесь, тоже нельзя. Какой окажется при ближайшем знакомстве следующая от Солнца планета – Венера? Возможно, вот такой, один в один, как овсяное печенье? По крайней мере, так Венера выглядит на одном из портретов. Но, может, это фейк? Их немало встречается в интернете. С нашим снимком все реально. На изображении подлинная Венера. Оно сделано с помощью компьютерного моделирования по данным радара миссии НАСА «Магеллан». А темные, как бы подгоревшие области являются следами ударов метеоритов. Наша соседка по звездной системе вообще участвовала во множестве фотосессий. Давайте полистаем альбомы Венеры, чтобы лучше представить ее жизнь. На первых страницах мы найдем фото планеты крупным планом, сделанные еще в 1974 году зондом НАСА Mariner-10. Снимок раскрашен, чтобы показать, как Венера выглядит в видимом нами свете. На изображении мы можем рассмотреть густые облака углекислого газа. Они плотным слоем окутывают раскаленную планету, на которой температура может достигать 482 градусов. Да, она, как ни странно, горячее Меркурия, хотя дальше от Солнца. Мы еще поговорим об этом парадоксе. А пока вернемся к фотосессиям планеты. Больше всего потрясающих пейзажей получено от миссии «Магеллан». Она дала нам представление о множестве древних вулканов, сотнях кратеров и ударов метеоритов, невероятно огромных горах. Самая высокая из них, гора Максвелла, поднимается вверх на 11 километров. Гора намного выше, чем Эверест. Темный кратер правее и выше центра носит название Клеопатра. Среди ландшафтов Венеры есть и нечто такое, чего нет ни на одной из известных нам планет. Здесь вы видите объект, похожий на вулкан, диаметром 66 километров. Стороны объекта изрезаны гребнями и впадинами, потому кажутся рифлеными. К тому же местность пересекают некие странные линии. Это тессеры, складки на рельефе, которые состоят из пересекающихся низин и холмов. Пока подобные узоры обнаружены только на поверхности Венеры.
На планете мы также увидим удивительные вулканы, похожие на клещей. Такие объекты чаще имеют плоскую форму и в основе своей очень широкие. Эти структуры диаметром от 20 до 66 километров составляют условное туловище клеща. Каменистые или лавовые хребты и каналы, которые лучами отходят от возвышенностей, создают нечто похожее на конечности насекомого. Все они возникли очень давно. А вот еще одна потрясающая область планеты, диаметром примерно 300 километров. Она находится на обширной равнине к югу от Земли Афродиты. Большая круглая структура, рядом с центром изображения гигантская айная корона, диаметром около 200 километров. Коронами называют уникальные кольцеобразные структуры на Венере. Их образовали шлейфы раскаленной породы, вытекавшие из глубины планеты через мантию и кору. Недалеко от короны находится нечто загадочное, вроде бы вулкан, но с плоской вершиной. Его диаметр огромен, примерно 35 километров. Такие объекты из-за их формы известны как блинчатые купола. Они образовались в результате давних извержений чрезвычайно вязкой лавы. Но неожиданно ученые из университета штата Мэриленд насчитали 37 корон, образовавшихся совсем недавно. Это меняет представление астрономов о Венере. Планета казалась исследователям лишенной внутренней энергии, но выяснилось, что она достаточно активна. Она продолжает тектоническую деятельность, а вулканы еще выплевывают лаву на поверхность. Так вулкан Маат-Монс, самый высокий на Венере, ученые подозревают в недавнем извержении. Гора поднимается на высоту 8 километров. В ореоле вечного сияния планеты все эти объекты выглядят поистине фантастическими. Но о каком свете идет речь? Космический зонд Паркер впервые сделал реальные снимки Венеры в видимом свете, а также ближнем инфракрасном диапазоне. Съемка показала слабое свечение поверхности планеты, очертания ее континентальных регионов, равнин и плато, и невероятный сияющий ореол кислорода в атмосфере. Фото подтвердили, что даже на ночной стороне температура может подниматься до немыслимого показателя около 860 градусов Цельсия. По словам ученых, каменистая поверхность Венеры от таких температур светится как кусок железа, вытащенный из кузнечного горна. Конечно, просто здорово увидеть планету в реальном для нас свете, но во всех фотосессиях Венеры так не хватает зеленых человечков, ну или каких-то других инопланетян. Мы очень надеемся на встречу с ними при исследовании любой планеты, а тем более Венеры, которую зачастую называют родной сестрой Земли. Они обе находятся в обитаемой зоне Солнца и действительно совпадают по ряду параметров. Если бы Венеру и Землю разрезали пополам от полюса к полюсу, а затем поместили рядом половинки одной и другой, они выглядели бы во многом почти один в один. Половинки почти сошлись бы по размеру, потому что Венера в поперечнике равна 12104 километрам, а Земля 12756 километрам. В центре обеих планет расположено железное ядро, окруженное мантией из раскаленных пород и тонкой корой. Сквозь ее разрывы прорывается магма, происходит извержение вулканов. Правда, в отличие от Земли, на поверхности Венеры, как мы говорили, всегда стоит адская жара, а ее атмосферное давление, в 90 раз превышающее земное, мгновенно сотрет все живое в порошок. Другое дело высокие облака Венеры. Вот где может оказаться настоящий рай для микробов. В отличие от безумного жара на поверхности планеты, там вполне комфортная температура, около 30 градусов. Правда, в нашем понятии эти облака не годятся для жизни. Их скорее можно назвать жутким, гибельным местом для людей. Они содержат около 90% серной кислоты. Для нас облака Венеры смертельны, но почему бы неким нанообитателям планеты не приспособиться к такому экстриму? Ученые Массачусетского технологического института сейчас ищут супермикробов в ее облаках. Пока ни один микроорганизм там не обнаружен, но косвенный их признак все же ученые нашли. Это фосфин, который некоторые земные бактерии выделяют в газообразном виде. К тому же Венера движется практически по самому идеальному кругу среди всех планет Солнечной системы.
Ученые предполагают, что к этому привела миграция Юпитера, который, удаляясь от Солнца, повлиял на Венеру своей гравитацией. Такая орбита считается одним из маркеров жизнепригодности планеты или, в нашем случае, ее облаков. Но пока ученые ищут возможных обитателей венерианских облаков, спустимся вновь на саму планету. Ось вращения Венеры имеет наклон, но очень незначительный, всего 3 градуса. Казалось бы, это должно приводить к небольшим сезонным изменениям. На самом деле температура поверхности небесного тела все время остается одинаковой. Тут большую роль играет та же плотная атмосфера. Она создает сильный парниковый эффект и высокое давление, а также обеспечивает стабильность температуры на Венере. Мир вечного лета? Это звучит круто, но несколько однообразно. Впрочем, расстраиваться рано. На самом деле погода на планете весьма изменчива и может преподнести немало сюрпризов. В атмосфере Венеры космические аппараты зафиксировали ураганы над южным и северным полюсами. Наблюдения показали, что венерианские вихри постоянно разваливаются на куски, а затем вновь образуют единую структуру. Все происходит с интервалом примерно в 2 дня, то есть странные бури Венеры никогда не исчезают полностью, но постоянно эволюционируют и меняют форму. Порой они просто ужасают своей мощью. Так, один из ураганов над Южным полюсом достиг размера Европы, что в 4 раза больше любой бури на Земле. В высоту венерианская мегабуря достигала 20 километров, в 2 раза выше той же горы Эверест. И может именно эти ветры во многом являются причиной дождевой активности сухого и горячего мира. По крайней мере, некоторые ученые высказывают такую версию, но лучше бы они ошиблись. Дело в том, что гипотетические осадки там будут настолько ужасными, что трудно вообразить. На наши головы обрушится ливень горячей серной кислоты, которая разъест любой скафандр, не говоря уже о теле человека. Правда, ученые предполагают, что эти едкие капли из-за невероятно жаркого климата Венеры испаряются, не достигая поверхности. Однако проверять это на себе, конечно, не захочется никому. А вот со стороны интересно посмотреть на такие жуткие, но удивительные дожди. И даже если повезет, можно увидеть нечто еще более фантастическое. Крупные снежинки, которые падают на горные пики. Это не будет обманом зрения. На Венере, вероятно, идут снегопады, правда, свинцовые. Благодаря радару зонда «Магеллан» в начале 90-х годов астрономы обнаружили на вершинах венерианских гор некое покрытие с высокой отражающей способностью в радиодиапазоне. Исследователи пришли к выводу, что это натуральный металлический снег, состоящий из сульфидов висмута и свинца. В газообразном состоянии снежинки выбрасывают в атмосферу планеты после извержений вулканов. Это случается крайне редко, так что шансы увидеть металлический снег малы. Другое же странное явление – некий непонятный свист, от которого может стать как-то не по себе. Мы наверняка услышим в своих радиоприемниках. Однако беспокоиться не стоит. Это засоряют эфир так называемые свистуны или свистящие волны. Свистуны могут быть вызваны различными причинами. На Земле это в основном молнии. Правда, на Венере напрямую молний пока никто не видел. Однако большинство ученых согласилось, что свистуны вызывают электрические разряды в толще облаков. В новом исследовании американские ученые выяснили, что это очень странное явление. На Земле и других планетах подобные волны излучаются вверх, то есть в космос, а у Венеры они устремлены к поверхности. Это заставило астрономов предположить, что их генерируют какие-то непонятные электромагнитные явления. Пока есть версия, что причиной необычных свистунов могут быть переподключения силовых линий магнитного поля планеты. Время от времени они довольно причудливым образом перекручиваются и разрываются. В данном случае молнии на Венере все равно не исключаются, но их будет очень мало. А вот радуг в том мире наверняка быть не должно. Откуда им взяться в горячем аду, где осадки могут выпадать только в виде ужасной серной кислоты? И все же, по мнению астрономов, планета обзавелась собственным видом радуг, которые называются глориями. Глория – оптическое явление, которое выглядит как цветные кольца света в облаках,
Чтобы их увидеть, мы должны находиться на горе или в воздухе, а источник света — Солнце за нашей спиной. Считается, что такое свечение возникает при столкновении частиц солнечного ветра с венерианской атмосферой, что вполне можно назвать аналогом аврор. В отличие от земных, на Венере они не ограничены полюсами и разбросаны по всей планете. На Земле, впрочем, аврорами и их сестрами, глориями, никого особо не удивишь. Такие явления у нас в основном даже ярче и грандиознее, чем на Венере, а бывают и настоящие феномены. Но об этом немного позже. В целом же наш мир в астрономическом понятии выглядит следующим образом. Земля, которая лишь немного крупнее соседней Венеры, является самой большой из 4 ближайших к Солнцу каменистых планет с твердой поверхностью. Наш мир 5-й по величине в Солнечной системе. Имеет диаметр 12 760 километров. Земля находится в обитаемой зоне звезды. Она может похвалиться благоприятной температурой и очень удачным коктейлем химических веществ, которые привели к появлению многочисленных форм жизни. Наш мир заливают реки, моря и океаны. Большая часть планеты покрыта жидкой водой, поскольку это позволяет температура в течение длительных периодов времени. Огромные океаны Земли как раз и стали удобным местом для зарождения жизни около 3,8 миллиарда лет назад. Света у нас тоже столько, сколько нужно. Планета находится в 150 миллионах километров, или ровно в 1 астрономической единице от Солнца. Его лучам требуется около 8 минут, чтобы достичь нашей планеты от звезды. Строение Земли тоже способствует поддержанию жизни. Если мы заглянем в центр нашей планеты, то там увидим 4 основных слоя. Они начинаются с внутреннего ядра, окруженного внешним ядром, мантией и корой. Внутреннее ядро представляет собой твердую сферу из железа и никеля, радиусом около 1221 километра. Там температура достигает 5400 градусов. Внешнее ядро окружает внутреннее. Этот слой толщиной около 2300 километров тоже состоит из железа и никеля, только в жидком состоянии. При давлении в ядре, превышающем 3,6 миллиона атмосфер, атомы в ядре сжимаются до доли своего первоначального размера. Процесс объясняет нехарактерно высокую плотность Земли, которая составляет 5,51 грамма на сантиметр в кубе. Это самый высокий показатель среди планет Солнечной системы. Хотя Меркурий примерно на 75-85% состоит из металла, гравитационное сжатие дает Земле преимущество в 0,08 грамма на сантиметр в кубе. Между внешним ядром и корой находится мантия, самый толстый слой. Эта горячая вязкая смесь расплавленной породы имеет толщину около 2900 километров и консистенцию карамели. Внешний слой, земная кора, в среднем уходит на глубину около 30 километров на суше. Мировой океан Земли покрывает почти 70% поверхности планеты, имеет среднюю глубину около 4 километров и содержит 97% ее воды. Почти все наши вулканы скрыты под этими океанами. Мауна-Кеа на Гавайях выше от основания до вершины, чем гора Эверест, но большая его часть находится под водой. Самая длинная горная цепь Земли находится на дне Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Она в 4 раза длиннее Анд, скалистых гор и Гималаев вместе взятых. Если смотреть выше, вблизи поверхности, Земля имеет атмосферу, которая состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% других газов, таких как аргон, углекислый газ и неон. Атмосфера защищает планету от большей части вредного солнечного излучения, метеоритов, влияет на долгосрочный климат Земли и краткосрочную местную погоду. А ось вращения Земли, которая удачно наклонена на 23,4 градуса по отношению к плоскости орбиты, вызывает годовой цикл сезонов. Полушария планеты оказываются по-разному повернутыми к Солнцу в разные времена года, пока Земля движется вокруг звезды. Таким образом, каждое полушарие получает больше солнечного излучения летом и меньше зимой. Эффект действует неравномерно.
На высоких широтах количество солнечной радиации колеблется сильнее, чем на участках ближе к экватору. Нам кажется, что так было всегда и останется в дальнейшем, но на самом деле ситуация меняется. Только речь идет о столь больших промежутках времени, которые незаметны даже в масштабах цивилизации. В течение последнего миллиона лет наклон Земли колебался от 22,1 до 24,5 градусов, что раскачивает и тормозит планету на орбите. Здесь подсуетились наши соседки. Изменение угла наклона Земли происходит вследствие гравитационного воздействия других небесных тел Солнечной системы. Чем сильнее увеличивается этот угол, тем более экстремальными становятся времена года. Сейчас наклон, наоборот, очень медленно уменьшается и достигнет своего минимума примерно через 10 тысяч лет. Благодаря этому у нас нет мегасуровых зим и особенно холодных весен в одном регионе планеты или экстремальных лета-осени в другом. Но мизерное отклонение от круговой орбиты тоже кое-что меняет. Они влияют на продолжительность сезонов в разных частях Земли и наряду с другими факторами порождают уникальные природные явления на нашей планете. Если вы увидите серебристые облака, то вряд ли сможете быстро оторвать взгляд, настолько они прекрасны. Эти самые высокие облака в атмосфере очень редкое природное явление. Их еще называют светящимися, ведь кажется, что эти комки небесной ваты излучают необыкновенное сияние. Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы во время вечерних сумерек, в северном полушарии в июне-июле, в южном в конце декабря-начале января. Наиболее вероятной причиной феномена считается высокая концентрация метана в атмосфере Земли. Взаимодействуя с метеорной пылью, он превращается в кристаллы льда. Эти частицы отражают солнечный свет, потому и кажется, что облака светятся. Блестящий туман, который порой тоже можно увидеть в небе, представляет собой еще один феномен – алмазную пыль. На самом деле она не состоит из крошек драгоценных камней, а содержит ледяные кристаллы, которые образуются в морозную погоду. Наиболее часто явление можно наблюдать в Арктике и Антарктике. В то же время иногда небесные блески возникают в других местах при температуре воздуха примерно от минус 10 градусов. Еще более красочные явления создает магнитное поле Земли. Его порождает быстрое вращение планеты, а также расплавленное ядро из никеля и железа. Оно заставляет стрелки наших компасов указывать на Северный полюс независимо от того, в какую сторону вы поворачиваетесь. Однако магнитная полярность Земли может измениться, перевернув направление поля. Геологические данные указывают, что его инверсия происходит в среднем каждые 400 тысяч лет, хотя эти периоды очень нерегулярны. Звучит довольно тревожно. Что нам может принести подобный процесс? Насколько известно науке, инверсия магнитного поля не причинит никакого вреда жизни на Земле. И вряд ли она произойдет, по крайней мере, еще 1000 лет. Но когда инверсия начнется, стрелки компаса, вероятно, станут указывать во многих разных направлениях нескольких столетий. Так они будут прыгать, пока происходит переключение. После завершения процесса стрелки компасов начнут указывать на юг, а не на север. А пока магнитное поле порождает полярные сияния, внезапное появление цветных огней в ночном небе, обычно зеленых. Полярные сияния возникают, когда заряженные солнечные частицы, прилетающие из космоса, врезаются в магнитное поле Земли и ее атмосферу. Авроры видны преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах, окружающих магнитные пояса Земли. Обычно они похожи на шторы, но бывают и более редкие феномены. Один из них назвали Стивом, и мы можем увидеть его южнее, чем обычные полярные сияния. Стив выглядит в небе как лиловый мазок, идущий с востока на запад. Иногда его сопровождают вертикальные зеленые полосы, которые ученые называют пикетным забором. Источник лиловой ленты до сих пор остается загадкой, а зеленые полосы — это светящийся на небольшой высоте кислород. Есть еще необычное черное сияние, своего рода антипод этим ярким огням. Оно представляет собой просто чернильное пятно среди яркого свечения аврор и возникает благодаря разнице движения электронов внутри полярного сияния.
Картина получается несколько пугающая, но все равно живописная. В отличие от них, яркие спрайты не хотят открывать свою природу. Так называют большие электрические разряды, которые освещают верхние слои атмосферы Земли. Они обычно светятся красными пятнами и полосами, а иногда принимают более странные формы. Их часто сравнивают с причудливыми небесными медузами. Это удивительное явление природы наблюдают в небе с 1886 года, и все время считалось, что оно образуется над грозами. Большинство ученых вообще скептически относилось к существованию спрайтов, несмотря на многочисленные свидетельства о них. Потребовалось 100 лет и разработка высокоскоростных камер, прежде чем явление запечатлели на снимках. Сейчас в научном сообществе все признали реальность спрайтов, хотя причина их образования по-прежнему остается загадкой. И хотя они выглядят пугающе, но происходят очень высоко и практически безопасны для людей на Земле. А вот если мы увидим огни Святого Эльма, то нужно быть настороже. Их можно наблюдать на вершинах заостренных предметов, таких как башни, шпили, одинокие деревья. Выглядеть огни могут по-разному, как танцующие язычки пламени, ровное мерцающее свечение или фейерверк. Явление возникает во время высокой напряженности электрического поля, в атмосфере во время грозы или зимних метелей. Огни Святого Эльма сами по себе не опасны, но по-своему коварны. Зачастую они служат предвестником того, что буквально через 5 минут в это место ударит молния, причем невероятной силы. Так что лучше поскорее покинуть опасную область и любоваться потрясающим атмосферным явлением издалека. Найдем ли мы такие же яркие и необычные проявления сил природы на следующей от Солнца планете Солнечной системы – Марсе? Этот мир находится на расстоянии 228 миллионов километров или 1,5 астрономических единиц от Солнца. Солнечному свету требуется 13 минут, чтобы пройти путь до Марса. Планета имеет радиус 3390 километров, то есть она примерно в 2 раза меньше Земли. Если бы наш мир был размером с 5-центовую монету, Марс выглядел бы как ягодка малины. Четвертая планета во многом похожа на Землю. Прежде всего, оба мира каменистые. Наклон оси Марса составляет около 25 градусов, что менее чем на 1,5 градуса больше земного. Сутки в обоих мирах примерно одинаковы. На Марсе их называют солами, которые длятся 24 часа 39 минут. Всего на 2,7% длиннее земных. Марсианский год состоит из 687 земных суток или 669 солов. Тоже разница не так уж велика, и когда-то, по мнению астрономов, она была еще меньше. Благодаря этому, как и на Земле, в том мире есть четко выраженные времена года, но они длятся дольше из-за эллиптической яйцевидной орбиты Марса. Весна в северном полушарии и осень в южном наиболее длинный сезон, который тянется 194 сола. На Красной планете она бывает очень жесткой. Это начало периода пыльных бурь, которые возникают как маленькие региональные вихри, но впоследствии могут перерасти в глобальные. В среднем раз в 3 года весь Марс охватывает бешеный ураган. После его окончания проходят месяцы, прежде чем поднятая в воздух пыль снова осядет на поверхность. Это вместе с атмосферой во многом определяет внешний вид Марса, каким мы его увидим во время путешествия. Атмосфера Марса не идет ни в какое сравнение с земной. Планету окутывает очень тонкое, порой дырявое покрывало, в основном из углекислого газа, азота и аргона. Оно особо не защитит от ударов метеоритов, астероидов и комет, зато придает планете странную внешность. Этот мир постоянно покрыт красноватым туманом за счет пыли, которая вечно витает в атмосфере. Потому Марс принято называть красной планетой. Но почему пыль там имеет красноватый оттенок? Причина заключается в окислении или ржавлении железа в породах, а также реголите, почве и пыли Марса. Если посмотреть глубже, то по внутреннему строению Марс сходен с Землей. Как и другие скалистые планеты, он имеет центральное ядро, каменистую мантию и твердую кору. Плотное ядро радиусом от 1500 до 2100 километров
состоит из железа, никеля, серы. Его окружает каменистая мантия толщиной 1240-1880 километров. Сверху находится кора из железа, магния, алюминия, кальция и калия, глубиной 10-50 километров. Кора покрывает поверхность Марса, которая равна земной, хотя наша планета больше размером. Что-то здесь не сходится. Секрет этого прост. Все дело в том, что в том мире нет океанов. Бесконечная твердая поверхность Марса без водоемов и лесов все же достаточно разнообразна. Вулканы, ударные кратеры, движение коры и атмосферные условия, такие как пылевые бури, меняли ландшафт Марса на протяжении многих лет. В результате сейчас планета обладает некоторыми из самых интересных топографических особенностей Солнечной системы. Одна из них – гигантская система каньонов под названием Долины Маринера. Она протянулась на немыслимые 4800 километров, что превышает расстояние от Калифорнии до Нью-Йорка. Долины Маринера имеют ширину 320 километров и глубину 7, то есть они примерно в 10 раз превышают Большой каньон на Земле. На Марсе также находится крупнейший вулкан в Солнечной системе – гора Олимп. Он в 3 раза выше земного Эвереста, а его основание имеет размер штата Нью-Мексико. Высота Олимпа, которая равна 26 километрам при диаметре в 540, впечатляет. Но мы не увидим извержений гигантской горы, хотя в свое время она наверняка изрыгала колоссальные столбы огня и лавы. Олимп давно потух. Извержения всех вулканов на Марсе прекратились более 3 миллиардов лет назад. Хотя недавно космические аппараты обнаружили возле Олимпа характерные узоры от камней в виде елочки, причем это свежие следы. Отпечатки свидетельствуют о том, что недавно вулкан выбрасывал лаву из своих внутренностей. А может, причина какая-то другая. С этим ученым еще предстоит разобраться. Но вот то, что на вершине Олимпа есть иней, это доказанный факт. Команда астрономов Бернского университета рассмотрела странную изморозь на вершинах горы благодаря снимкам аппарата ExoMars Европейского космического агентства. Несмотря на толщину в сотые доли миллиметра, пятна инея покрывают огромную площадь и равны примерно 150 тысячам тоннам воды. Можно наполнить 60 олимпийских бассейнов. Словом, Марс не иссушен до последней капли воды. Однако сейчас вся его влага просто мизер по сравнению с древними временами. По-видимому, когда-то тот мир имел полноводные сети рек, речных долин, дельт и озер. Как исследователи смогли заглянуть в прошлое и сделать подобный вывод? Дело в том, что многие камни и минералы на поверхности Красной планеты могли образоваться только в жидкой воде. А некоторые особенности указывают на то, что Марс даже пережил огромные наводнения около 3,5 миллиардов лет назад. Сегодня на Красной планете тоже есть вода, но марсианская атмосфера слишком разрежена, чтобы жидкость могла долго существовать на поверхности. Вода спрятана в виде льда под поверхностью в полярных регионах. Также на планете есть соленая вода, которая сезонно стекает по некоторым склонам холмов и стенам кратеров. Что ж, кажется, трудно ждать от этого пыльного, сухого и холодного мира чего-то более интересного. Тем не менее, у Марса есть еще яркие и необычные черты. В их число входят марсианские авроры, которые связаны с магнитным полем планеты. Сегодня у Марса нет глобального магнитного поля, только участки коры в южном полушарии сильно намагничены. Это указывает на следы обширного поля, существовавшего 4 миллиарда лет назад. Но даже намагниченные участки зажигают авроры не только в полярных, а и в экваториальных регионах. Правда, это очень слабые сияния по сравнению с земными. Однако в 2016 году космический аппарат НАСА Maven обнаружил на планете новый тип полярных сияний – протонный. Вспышки происходят при столкновении солнечных частиц с огромным водородным облаком, такой себе короной вокруг Марса. Тогда положительно заряженные протоны нейтрализуются, забирая электроны у атомов водорода. В атмосфере они сталкиваются с молекулами газа и излучают ультрафиолет. При этом практически каждый день такие сияния возникают летом на юге планеты. По-видимому, интенсивность протонных аврор увеличивает летняя жара и возрастающее количество пыли. Так что летом
во время путешествия на Марс, мы наверняка сможем полюбоваться протонными аврорами. Однако для этого понадобятся специальные очки, ведь подобные сияния видны только в ультрафиолетовом диапазоне. Но даже суперсильные очки не помогут нам обнаружить марсиан. Хотя Марс все еще находится в зоне обитаемости звезды, никакого из обитателей планеты мы так и не нашли. Если в том мире и есть какие-либо существа, то только в виде микробов. Их невозможно рассмотреть на огромном расстоянии до Земли. Впрочем, поиск уже активно ведется, хотя люди еще не летали на Марс. Здесь помогают марсоходы, которые, начиная с Маринера 4 НАСА в 1964 году, во множестве побывали на Красной планете. Сейчас там работают Perseverance и Curiosity, которые, среди прочего, ищут органические соединения. Так, Curiosity недавно зафиксировал на планете необычно высокий уровень метана. В высоких концентрациях этот газ содержится в воздухе Земли и образуется благодаря выделениям живых существ. Исследователи собираются выяснить, не связана ли его высокая концентрация на Марсе с текущей жизнедеятельностью его обитателей. Если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы, так что его присутствие служит одним из маркеров возможной обитаемости планеты. Впрочем, газ может быть и продуктом взаимодействия между горными породами и водой. Но это еще не все. Марсоход Perseverance извлек из минералов в кратере Эзера органические молекулы, которые тесно переплетаются с сульфатами. На Земле такие отложения сохраняют органику и часто содержат признаки жизни. К тому же недавно Perseverance исследовал удивительную скалу, которую ученые назвали водопадами Чиява. Через весь камень тянутся жилы сульфата кальция, указывающие на то, что сквозь скалу когда-то текла вода. Правда, все эти вещества могли образоваться и естественным путем. Точнее, определить их происхождение ученые смогут лишь после доставки образцов на Землю в ходе следующих миссий. А мы тем временем покидаем каменистые миры, летим в царство газовых и ледяных гигантов. Как мы уже выяснили еще на заре Солнечной системы, они отхватили себе из протопланетного диска большие куски материи и выросли до огромных размеров. Юпитер – пятая от звезды планета. Чемпион среди этих гигантов. Еще с древности известно, что Юпитер по сравнению со всеми соседями чудовищно велик. Если бы он был полой оболочкой, внутри поместилось бы 1000 земель. А по массе гигант в 2,47 раза превышает все планеты Солнечной системы вместе взятые, и в 317,8 раз Землю. Если нашу планету сравнить с виноградинкой, то Юпитер на ее фоне казался бы арбузом. Он и внешне похож на гигантский полосатый арбуз, только в белых, оранжевых и коричневых тонах. И его полосы как бы разрезают планету поперек. Ее бешеные ветры разгоняют потоки облаков в разные стороны. Почему на газовом гиганте происходят подобные катаклизмы? Пока неизвестно. Юпитер — это вообще огромный загадочный мир крайностей. Его можно назвать настоящим динозавром Солнечной системы. Гигант является самой старой планетой, которая образовалась из пыли и газов, оставшихся после формирования Солнца 4,6 миллиарда лет назад. Но у нее самый короткий день по сравнению со всеми другими планетами. Юпитеру требуется около 9,9 часа, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. И это только малая доля удивительных свойств огромного мира. Однако мы реже слышим о нем, чем о Венере, а особенно о Марсе, который уже есть планы колонизировать. Наверное, потому что до Юпитера от Земли очень далеко, в 588 миллионах километров в точке максимального сближения. От Солнца планета находится на расстоянии 5,3 астрономических единиц. Лучам светила требуется 43 минуты для полета к газовому гиганту. И на нем нет твердой поверхности. Но планета особенно важна для Земли. Без нее, прямо скажем, нашему миру не обойтись. Астрономы сравнивают газового гиганта с суперпылесосом Солнечной системы. Юпитер без устали очищает пространство, притягивая множество крупных астероидов и комет. Правда, в компании с Венерой он время от времени пытается подпортить земной климат. Каждые 405 тысяч лет гравитационные колебания между Землей, Венерой и Юпитером
приносят нам аномально холодные зимы и жаркое лето. Засухи становятся небывало сильными, а дожди вызывают настоящие потопы. Исследователи утверждают, что сейчас мы находимся где-то в середине этого цикла. И если на Юпитере что-то пойдет не так, все может отразиться на Земле. По этой причине ученым особенно важно изучить процессы, которые происходят в том мире. С помощью наблюдений Земли и космических аппаратов удалось многое прояснить. Возьмем полюс Юпитера, которые делают его похожим на желто-коричневый арбуз. Раз в 4-5 лет с ними в атмосфере Юпитера происходят кардинальные изменения, и полосы становятся другого цвета. А иногда происходят настоящие катастрофы, в результате которых погода полностью меняется, и эти пояса облаков перемешиваются. Получается такой себе многослойный коктейль, который хорошенько взболтали соломинкой перед употреблением. Ученые уже знают, что газовый гигант имеет 3 отдельных слоя облаков, которые совместно охватывают около 71 километра. Верхнее облако состоит из аммиачного льда, в то время как средний слой в основном включает кристаллы гидросульфида аммония. Самый внутренний слой включает водяной лед и пар. Яркие цвета в толстых полосах по всему Юпитеру представляют собой струи серо- и фосфор-содержащих газов, поднимающихся из теплых недр планеты. Быстрое вращение Юпитера создает сильные струйные течения, разделяя его облака на темные пояса и яркие зоны. Это вообще очень неспокойная и бурная планета, несмотря на то, что имеет наклон оси вращения всего около 3 градусов и почти круговую стабильную орбиту. Однако Юпитер обычно продувается более чем десятком ветров одновременно, которые порой достигают скорости 539 км в час. Среди них настоящим рекордсменом является знаменитая буря «Большое красное пятно». Она представляет собой закрученный овал из облаков в 2 раза шире Земли, который наблюдается на гигантской планете уже более 300 лет. Колоссальный шторм площадью больше всей Земли кружит по Юпитеру с безумной скоростью 805 км в час. Впрочем, это невероятная буря, хотя и самая сильная, но далеко не единственная на планете. Совсем недавно 3 овала поменьше слились, образовав малое красное пятно, примерно в 2 раза меньше своего большого собрата. Магнитосфера Юпитера тоже нечто мегамощное и грандиозное, как и многие явления, связанные с гигантом. Магнитное поле планеты порой раздувается на 1,3 миллиона километров по направлению к Солнцу. При этом часть магнитного поля сужается в хвост в форме головастика и простирается более чем на 1 миллиард километров, вплоть до орбиты Сатурна. В целом же огромное магнитное поле Юпитера в 16-54 раза мощнее земного. Оно является причиной потрясающих полярных сияний на полюсах. Как и положено самой большой планете Солнечной системы, газовый гигант зажигает безумно мощные авроры. В это время он светится так, что после наступления сумерек может соперничать с большинством тематических парков на Земле. Но нас во время путешествия к газовому гиганту не ослепит их свет. Мы вообще не заметим в небе никаких огней. Они сдвинуты в ультрафиолетовую и рентгеновскую части спектра, невидимую человеческому глазу. Чтобы их рассмотреть, как и на Марсе, нам понадобятся специальные очки. Мощные фейерверки Юпитеру помогают организовать его спутники. Луны оказывают прямое влияние на магнитосферу огромной планеты, где образуются яркие области полярного сияния. Данные космических аппаратов Галилео и Юнона говорят о том, что большую роль в этом процессе играют вулканические выбросы со спутника Ио. Вместо солнечных частиц в процессе образования аврор на Юпитере участвует вулканический диоксид серы, постоянно извергающийся с этой Луны. Зато другие яркие шоу газовый гигант проводит без помощи лун. Так иногда на Юпитере идет чудесный гелиевый дождь. Осадки выпадают из туманных облаков в верхних слоях атмосферы. Капли гелия становятся огромными, соединяясь с неоном и падая на поверхность планеты. Хотя они не могут сравниться по красоте с другим видом осадков. Но не стоит попадать под такой ливень, поскольку твердые острые капли могут вас убить. Дело в том, что предположительно на планете идут дожди из настоящих алмазов.
Огромное давление в атмосфере Юпитера играет ключевую роль в появлении этих драгоценных кристаллов. Теория ученых заключается в том, что они образуются в верхних слоях атмосферы из углерода в виде сажи после ударов молний. И здесь неожиданно появилось сходство Юпитера и Земли, совершенно разных по всем параметрам миров. Астрономы выяснили, что молнии у нашей планеты и газового гиганта во многом сродни друг другу. В результате накопления заряженных частиц они периодически возникают внутри облаков Юпитера. Подобно земным, молнии на огромной планете образуются в несколько этапов, хотя выглядят как единая длинная полоса электрического разряда. То есть молния состоит из разных участков, формирующихся один за другим. Каждая часть этого разряда выпускает отдельное радиоизлучение. И как все на Юпитере, молнии на нем достигают колоссальных размеров. Исследователи считают, что каждый участок огромной молнии на Юпитере может иметь в длину от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Но точно измерить их длину на этой планете, возможно, полный сокровищ пока не удалось. Сатурн, следующий за Юпитером, возможно, не меньшая драгоценность. Почему ученые пришли к такому выводу, мы узнаем во время путешествия к этому газовому гиганту. Мы летим к огромной планете диаметром около 120,5 тысяч километров, в 9 раз шире Земли. Если представить наш мир с 5-центовой монетой, Сатурн был бы примерно как волейбольный мяч. И в отличие от Земли, его намного меньше согревает Солнце. Планета находится на расстоянии 9,5 астрономических единиц от звезды, лучи которой 80 минут летят до Сатурна. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия. В центре газового гиганта находится плотное ядро из металлов, таких как железо и никель, окруженное каменистым материалом и другими соединениями. Все эти вещества сильно спрессованы. Они затвердели под действием безумного давления и тепла. Но это обычное дело для газовых планет. А вот плотность Сатурна уже настоящая аномалия, которую трудно представить. Этот показатель у планеты меньше плотности воды, чему нет аналога в Солнечной системе. Сатурн мог бы плавать в ванне, только такую колоссальную вещь не создала для него природа. Хотя, собственно, его самого можно сравнить с гигантской ванной, которая не имеет настоящей поверхности. Планета в основном представляет собой завихрение газов и жидкостей в глубоких слоях. Нашему космическому кораблю негде будет приземлиться на Сатурне, и даже пролететь через него невидимым невозможно. Экстремальное давление и температура глубоко внутри планеты раздавили бы, расплавили и испарили бы любой летательный аппарат. Так давление на газовом гиганте такое же, как при нырянии на Земле глубоко под воду. А температура, хотя в среднем опускается до минус 185 градусов, внутри достигает адских показателей. Вероятно, его твердое каменистое или металлическое ядро раскалено до 11700 градусов. Ладно, пересечь Сатурн мы не сможем. Но каким увидим его из космоса? Гигант покрыт облаками, которые выглядят как слабые полосы, струйные течения и штормы. Эти явления придают планете множество оттенков желтого, коричневого и серого цветов. Ветры в верхних слоях атмосферы достигают очень больших показателей 500 метров в секунду в экваториальной области. Сравните, самые сильные ураганы на Земле передвигаются со скоростью лишь около 110 метров в секунду. Северный полюс Сатурна имеет интересную особенность атмосферы – шестигранный струйный поток. Этот странный узор был впервые замечен на снимках космических аппаратов Voyager 1 и Cassini. Шестиугольник, как оказалось, распространяется на 30 тысяч километров в поперечнике, а в его центре вращается супермощный шторм. Подобного каприза погоды нельзя наблюдать больше нигде в Солнечной системе. Этот динамичный пейзаж оживляют многочисленные маленькие вихри, которые выглядят как овалы. Некоторые из них вращаются по часовой стрелке, тогда как шестиугольник и основной ураган движутся против часовой стрелки. Отдельные, более мелкие потоки несутся вместе с реактивной струей шестиугольника, как на гоночной трассе. Самый большой из этих вихрей простирается на расстоянии около 3500 километров. Хотя для Сатурна он невелик, но примерно в 2 раза превышает размер наиболее масштабного урагана на Земле.
Зато наклон оси планеты на 26,73 градуса по отношению к орбите вокруг Солнца роднит ее с Землей. Однако на газовом гиганте один день длится всего 10,7 часов, а год примерно 29,4 земных. Это означает, что Сатурн переживает времена года, причем все 4 как и на Земле. Конечно, на газовом гиганте с его протяженной орбитой сезоны длятся гораздо дольше. Каждый из них тянется примерно 7,5 лет. Лучше всего эти изменения заметны на северном полюсе планеты, где вращается знакомый нам шестиугольный вихрь. В теплое время года он меняет цвет с голубого на золотистый, из-за того, так как больше солнечных лучей наполняет его атмосферу дымкой. Зимы в том мире очень суровые. В частности, поддают холода великолепные кольца Сатурна. Их тень падает на полушарие, что переживает зиму, еще больше уменьшая в том регионе количество тепла. В 2025 году гигант вошел в период осеннего равноденствия, после долгого лета, когда Солнце непосредственно находилось над его экватором. Впоследствии северное полушарие полностью погрузится в осень. А в это время года мы сможем полюбоваться потрясающими природными феноменами Сатурна. Один из них – удивительные алмазные дожди, подобные тем, что мы видели на Юпитере. У вас может возникнуть вопрос: как твердые алмазы могут образоваться на планете с минимальной плотностью? Здесь все просто. Аномально маленькая плотность у самой планеты, а не у ее атмосферы. Драгоценные ливни наверняка представляют собой уникальное зрелище, хотя попасть под их твердые острые капли будет не очень приятно. Если же еще в это время разразится гроза, ситуация станет очень опасной. На Сатурне молнии случаются редко, однако достигают немыслимой силы. По данным НАСА, некоторые разряды в 10 тысяч раз мощнее, чем на Земле. Молнии, которые наблюдали астрономы, продержались не более секунды, но простирались почти на 40 километров. Сам грозовой фронт на планете при наблюдениях напоминает огромное светлое яблоко диаметром больше 300 километров. Именно внутри него зарождаются и вспыхивают ярким огнем безумно сильные молнии. Магнитное поле также добавляет красок в небе газового гиганта. У Сатурна оно меньше, чем у Юпитера, но все еще в 478 раз мощнее, чем у Земли. Прекрасные полярные сияния на планете – дело рук этого поля. Авроры возникают, когда заряженные частицы по спирали влетают в атмосферу планеты вдоль линий магнитного поля. На Земле эти заряженные частицы приносят солнечный ветер. У Сатурна все не так. Его авроры в большей мере вызваны комбинацией частиц, выбрасываемых лунами планеты, и быстрой скоростью вращения магнитного поля. Странное полярное сияние на Сатурне является самым высоким в Солнечной системе. Оно озаряет небо на высоте 1200 километров. Эти авроры в основном тоже видны лишь в специальных очках, поскольку сдвинуты в ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны. Однако порой можно наблюдать очень слабые розовые и фиолетовые сияния в видимом свете. Они освещают небо не только вблизи самого газового гиганта. Огромная магнитосфера Сатурна полностью покрывает многие его спутники и кольца, генерируя там авроры. Впрочем, кольца и сами устраивают в небе такое невероятное шоу, которого не увидишь на другой планете. Их много, они очень яркие и вечно кружат вокруг планеты с разной скоростью, как автомобили на гоночной трассе. Благодаря этим кольцам Сатурн часто называют самой красивой планетой в Солнечной системе. Как природа умудрилась создать эти уникальные объекты? Кольца Сатурна, вероятно, являются кусками комет, астероидов или разрушенных лун. Они состоят из миллиардов осколков льда и камня, покрытых пылью. В основном их размер варьируется от микроскопических частичек, ледяных зерен до кусков размером с дом. Несколько таких частей даже можно сравнить с большими земными горами. Система колец Сатурна простирается на расстояние до 282 километров от планеты, однако вертикальная высота основных объектов обычно составляет около 10 метров. Они расположены относительно близко друг к другу. Исключение составляет промежуток шириной 4700 километров между кольцами А и Б. Главными из 7 колец Сатурна считаются А, Б и С.
а вот D, E, F и G, более тусклые, были открыты совсем недавно. Но почему каменистые кольца так ярко сияют в небе? Вся причина в водяном льде. Его очень много в массивных структурах вокруг Сатурна, а лед эффективно рассеивает солнечный свет. Кроме того, ученые предполагают, что кольца относительно молодые и, следовательно, еще мало покрылись пылью. Самое впечатляющее зрелище представляет собой внешнее кольцо Сатурна, настоящий гигант, в котором может поместиться миллиард земель. Однако этот объект чрезвычайно разрежен. Наш космический корабль сможет пролететь сквозь него, не встретив ни единого обломка на своем пути. В целом, недавние снимки космического аппарата Voyager показали, что кольца шестой планеты устроены куда сложнее, нежели считалось ранее. В частности, они состоят из сотен небольших колечек, и у всей этой бесконечной космической отары даже есть собственные пастухи. Так ученые называют маленькие луны, гравитация которых удерживает вместе частицы колец. Уран тоже имеет кольца, причем целых 2 набора. Внутренняя система из 9 колец состоит в основном из узких, темно-серых структур. Есть у планеты и 2 внешних кольца. Самое внутреннее – красноватое, как полевые кольца в других местах Солнечной системы. Вообще, голубое подобно кольцу Е Сатурна. Некоторые из более крупных объектов окружены поясами мелкой пыли, однако в целом они небольшие и тусклые по сравнению с яркими кольцами Сатурна. Словом, фишка Урана не в его кольцах, а в нем самом, и большего оригинала в Солнечной системе не найти. Давайте присмотримся к 7-й от звезде планете, чтобы лучше узнать ее секреты. Это тоже настоящий гигант, в котором поместилось бы 63 земных шара. Если бы Земля была размером с 5-центовую монету, Нептун оказался бы примерно размером с бейсбольный мяч. Главная особенность планеты связана с ее вращением. Уран — единственный мир в Солнечной системе, экватор которого находится почти под прямым углом к орбите, с наклоном в 97,77 градуса. Для наблюдателя уникальный наклон делает тот мир как бы лежащим на боку и похожим на катающийся вокруг Солнца шар. Необычный способ передвижения может оказаться результатом столкновения с объектом размером с Землю еще на заре Солнечной системы. Вероятно, именно после катастрофы Уран, как и Венера, вращаются в противоположном направлении от большинства планет. Во время путешествия издалека мы увидим этот странно катящийся по небу шар в сине-зеленом цвете. Такую окраску, скорее всего, Урану придают особенности атмосферы. Она в основном соткана из водорода и гелия с небольшим количеством метана, следами воды и аммиака. Солнечный свет проходит через атмосферу и отражается обратно верхушками облаков Урана. При этом метан поглощает красную часть света, что в совокупности придает планете ее неповторимый цвет. Как она выглядит, если подлететь поближе? Давайте посмотрим. Только обязательно наденьте противогаз. Иначе вас просто сразит ее антиаромат, как у тухлых яиц. Когда с помощью спектрографа NIFS удалось определить более точный состав верхних слоев уранианской атмосферы, в его облаках нашли замерзший сероводород. Это то же вещество, которое придает тухлым яйцам неприятный запах. Уран не имеет настоящей поверхности, так что приземлиться на него не удастся. Однако, если каким-то способом все же получится заглянуть внутрь его атмосферы, то можно как следует намокнуть. 80% массы планеты состоит из горячей плотной жидкости, смеси воды, метана и аммиака под небольшим каменистым ядром. Вблизи ядра весь этот коктейль нагревается до 4982 градусов. Тем не менее, ученые относят планету к типу ледяных гигантов, поскольку вся ее огромная газообразная поверхность полностью заморожена. Уран вообще отличается рекордно низкой для планет Солнечной системы температурой в минус 224 градуса. Такой холод легко объясним. Уран очень далеко от Солнца. Среднее расстояние между ними составляет 2,9 миллиарда километров. Из такой дали солнечному свету требуется 2 часа 40 минут, чтобы добраться до планеты. Один оборот вокруг светила ледяной гигант делает за 84 земных года. День на Уране длится около 17 часов, а год равен 84 земным.
Человек в годовалом возрасте в том мире мог бы гордиться долголетием. И только в этом случае он единственный раз за всю жизнь увидел бы полную смену сезонов на планете. В 2007 году, например, ледяной гигант прошел точку весеннего равноденствия для северного полушария. Однако летнее солнцестояние придет туда лишь в 2028 году. Перед этим оно было только в 1944. Северное полушарие планеты переживает 21 год беспросветно темной и холодной зимы. А 21 год лето беспрерывно заливает планету солнечными лучами. Только осенью и весной, которые тоже длятся по 21 году, наконец происходит обычная смена дня и ночи, когда солнечные лучи освещают регионы, которые десятилетиями не видели света. Из-за внезапного повышения температуры здесь возникают мощные ураганы. Хотя Уран считается самым безветренным среди планет-гигантов, в целом он тоже очень неспокойный. Астрономы не раз фиксировали там темные пятна. Так называют атмосферные вихри. Их порывы могут достигать 900 км в час. Ветры ретроградные на экваторе, дуя в обратном направлении вращения ледяного гиганта. Но ближе к полюсам бури принимают прямое направление, следуя вращению Урана. Магнитосфера у Урана тоже очень необычная, неправильной формы. Магнитные поля обычно выровнены с вращением планеты, однако магнитная ось ледяного гиганта наклонена почти на 60 градусов относительно оси его вращения. Кроме того, она смещена от центра на 1/3 радиуса. Благодаря этим изгибам образуется уникальный магнитосферный хвост Урана. Он простирается в космос на миллионы километров. Магнитные силовые линии этого шлейфа скручены боковым вращением Урана в длинную спираль. Асимметричное магнитное поле создает на планете сияния, которые видны как яркие дуги вокруг обоих полярных полюсов. Но авроры не совпадают с полюсами, как на Земле, Юпитере и Сатурне. К тому же на Уране они достаточно разнообразны. Исследователи знают об ультрафиолетовых полярных сияниях на планете еще с 1986 года. А недавно подтверждено, что на ледяном гиганте также есть инфракрасные. Полюбовавшись этими аврорами перед путешествием на последнюю планету Солнечной системы, давайте ответим на один вопрос. Сколько тепла может излучать айсберг? 0? Не спешите с этим, казалось бы, очевидным ответом. Вся хитрость в том, о какой именно ледяной глыбе идет речь. Ваш айсберг – загадочный гигант, который расположен на краю Солнечной системы в 30 раз дальше от звезды, чем Земля. И при этом он излучает в космос в 2,6 раза больше тепла, чем получает от ее лучей. Как такое может быть? Что скрывается под его ледяной оболочкой? Постараемся это выяснить. Но сначала представим по всем правилам нашего персонажа. Нептун – ледяной гигант. Самая внешняя планета Солнечной системы, 8-я от звезды, расположена на расстоянии 4,5 миллиардов километров от Солнца. Нептун кажется в телескопы крошечным шариком ярко-синего цвета с лазурным оттенком. По мнению астрономов, в состав атмосферы Нептуна входит некое вещество, которое придает ему подобные тона. Когда Voyager 2 в 1989 году впервые провел исследование планеты, обнаружить неизвестное вещество не удалось. И это лишь малая толика всех тайн 8-й от Солнца планеты. Пока астрономам, например, не удалось до конца разобраться со всеми сезонами ледяного гиганта. Нептун имеет наклон оси 28-30 градусов и 4 времени года. Но нам не хватит жизни, чтобы увидеть их все. Хоть день на Нептуне очень короткий и пролетает всего за 16 часов, год тянется неимоверное время – 165 земных лет. Планета облетает вокруг Солнца по очень длинной орбите, и каждый сезон на ней длится более 40 лет. Сейчас в южном полушарии, по мнению астрономов, царит лето. Осень наступит там в 2045-46 годах. Но это только одна из версий, хотя самая распространенная. Изучить времена года из-за их продолжительности в том мире пока не удалось. Еще больше вопросов вызывает плотность Нептуна, самая высокая среди планет-гигантов. Секрет этого в том, что под холодными ледяными облаками Нептуна может находиться океан очень горячей воды,
Она не выкипает, поскольку невероятно высокое давление удерживает ее запертой внутри. Хотя пока это лишь теория. А вот отсутствие у Нептуна твердой поверхности давно известный факт. Его атмосфера, состоящая в основном из водорода, гелия и метана, простирается очень глубоко внутрь планеты. Постепенно она сливается с водой и другими растопленными льдами над более тяжелым, твердым ядром с массой примерно равной земному ядру. Оно, как и следует ожидать, достаточно горячее. Но в целом с теплом на этой невероятно удаленной от Солнца планете что-то не так. Зонд Voyager 2 измерил температуру ледяного гиганта во внешних слоях его атмосферы. Когда ученые проанализировали результаты, то были поражены. Температура на планете такой быть не должна. В более низкой области атмосферы, тропосфере, она снижается вместе с высотой и достигает минус 221,4 градусов. Это в 2 раза холоднее, чем в самой мощной криокамере. Но самое удивительное, что в более высоком слое атмосферы, стратосфере, температура с высотой не падает, а наоборот увеличивается. И находящаяся над ней термосфера раскалена уже примерно до 477 градусов. Получается, что в среднем на Уране, который ближе к Солнцу и захватывает больше его лучей, практически аналогичная температура. Это противоречит всякой логике. Планета, которая дальше от своей звезды, должна быть холоднее. Нечто внутри Нептуна, решили астрофизики, согревает его изнутри. По одной из версий, источниками этого тепла могут быть радиоактивные процессы, разогревающие ядро, или температура поднимается в результате гравитационного сокращения Нептуна. По мере того, как планета медленно сжимается из-за силы тяжести, материя превращает свою потенциальную энергию в тепловую. Затем этот жар поднимается на ее поверхность. Однако тогда возникает вопрос: почему подобный источник обогрева отсутствует внутри Урана? Ведь в нем тоже происходит процесс гравитационного сжатия. А значит, внутри он должен быть горячим и излучать в атмосферу не меньше тепла, чем Нептун. Ученые предположили, что жар из центра любой планеты не выходит на поверхность с постоянной скоростью. Он долго скапливается в ее недрах, а затем выбрасывается наружу мощным потоком. Астрофизики называют этот процесс отрыжкой планет. Иными словами, отрыжкой можно считать конвекцию, разделенную длительными периодами времени. Сейчас мы просто видим Уран в период покоя, тогда как Нептун срыгнул совсем недавно. Но подтвердить эту теорию практически невозможно, поскольку разрывы между отдельными отрыжками, скорее всего, составляют миллионы лет. Лишь случайно мы можем стать свидетелями начала одного из таких конвективных выбросов у какой-нибудь планеты. Выделение дополнительного тепла также вполне вероятно зависит от возраста той или иной планеты. Это мнение высказал астрофизик НАСА Эми Саймон. Если Нептун гораздо моложе Урана, внутри него должен еще остаться источник обогрева. То есть гигант до сих пор пышет жаром, который сохранился еще со времен его формирования. К тому же столь далекая от Солнца планета ухитряется не только выделять, но и удерживать тепло в своей атмосфере. По одной из гипотез, термоизоляцию поддерживает ее бескрайний океан. Нептун называют ледяным гигантом, потому что его мантия состоит из водяного, аммиачного и метанового льда, а внутри находится каменно-ледяное ядро. Однако снаружи он не покрыт льдами. У его поверхности давление повышается, атмосфера становится плотнее, превращается в тяжелый туман, а потом в океан из метана, аммиака и воды. Огромное давление предположительно способно привести к распаду метана на углерод и водород. После этого углерод с прессованной атмосферой может образовывать алмазы. Некоторые исследователи даже высказали мнение, что на Нептуне идут алмазные дожди, как и Юпитере или Сатурне, а может и Уране. То есть наши внешние планеты можно назвать настоящими фабриками сокровищ Солнечной системы. Но не только. Нептун без устали генерирует самые сильные ветры среди всех планет. Ученые высказали предположение, что все тот же таинственный внутренний источник тепла порождает не только драгоценности, но и настоящие катаклизмы. Неизвестный обогреватель превратил Нептун в самый ветренный мир Солнечной системы. Компьютерное моделирование косвенно это подтвердило, показав, что ветры на ледяных гигантах ограничены малой глубиной в верхних слоях их атмосферы.
Так что вполне вероятно они связаны с выделением тепла, образованного конденсацией воды внутри планеты. А безумно разгоняет бури отсутствие силы трения об ее плоскую поверхность. На Нептуне нет гор, холмов или каких-то других возвышенностей, которые в состоянии сдержать ураганы, как, к примеру, на Земле. Несмотря на большое расстояние до звезды и низкий уровень энергии, получаемой планетой от Солнца, ветры Нептуна могут быть в 3 раза сильнее юпитерианских и в 9 раз земных. Они гонят облака замороженного метана по планете со скоростью более 2000 км в час. Бури без тормозов порой достигают немыслимых размеров. Самый большой ураган, по размеру сравнимый с Землей, зафиксировал космический зонд Voyager 2. Его назвали «большим темным пятном» по аналогии с похожим ураганом на Юпитере, знаменитым «большим красным пятном». Правда, красное пятно астрономы наблюдают почти 200 лет. А темное, как показал орбитальный телескоп Хаббл в 1994 году, исчезло. Через некоторое время подобный ураган вновь обнаружили почему-то совсем в другой части Нептуна. Зато другой вихрь, таинственное белое пятно, которое еще называют «скутер», никогда не покидает привычного места. Оно выглядит как огромное пушистое облако, нижним краем уходящее в недра планеты. В действительности это скорее гейзер из газов, бьющих из нижних слоев гиганта. Но пока неизвестно, из какой глубины они вырываются и какие процессы вызывают столь мощные регулярные выбросы. Объяснить феномен большого темного пятна и скутера помогли бы новые исследования планеты с помощью космических зондов. В НАСА планировали послать к ней космический аппарат «Нептун-Орбитер», но предположительная дата старта пока не называется. Все же есть надежда, что миссия состоится и поможет раскрыть загадки ледяного гиганта, в частности, больше узнать о его кольцах. Пока у Нептуна известны 5 основных колец и 4 заметные кольцевые дуги. Считается, что кольца относительно молодые и недолговечные. Они могут состоять из ледяных частиц, покрытых силикатами, или основанным на углероде материалом. Наиболее вероятно, это он придает объектам красноватый оттенок. В 2022 году с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб были впервые получены четкие снимки колец Сатурна в ближнем инфракрасном диапазоне. Кроме нескольких узких и ярких, на снимках видны более тусклые пылевые кольца. Во время путешествия нам следует быть особенно осторожными, чтобы с ними не столкнуться. Кольца планеты предположительно сильно запылены и в основном состоят из мелких камней. Зонд Voyager в 1989 году во время пролета мимо Нептуна не смог их зафиксировать, поскольку эти кольца плохо заметны в видимом свете. Другие объекты, своеобразные дуги, вообще представляют собой сгустки пыли. Они представляются ученым очень странными. По физическим законам движения такие объекты должны равномерно распространяться вокруг планеты, а не оставаться слипшимися вместе. Пока ученые считают, что гравитационное воздействие Галатеи, Луны, расположенной прямо внутри одного из колец, стабилизирует эти дуги. На этом круиз по планетам Солнечной системы можно завершить. Но часто путешественникам предлагают бонусы. Мы сделаем для вас то же самое и приглашаем осмотреть еще карликовые планеты, которые уместно назвать меньшими сестрами обычных. Некоторые из них не набрали нужную массу или недостаточно очистили свою орбиту от других небесных тел, чтобы стать полноценными планетами. Тем не менее, эти удивительные объекты способны на вещи, которые порой не по силам их крупным родственникам. Впрочем, давайте во всем убедимся сами. Сначала отправимся на Плутон, который выбрал место очень далеко от Солнца, аж за Нептуном. Постараемся не проскочить мимо. Плутон недаром переведен в статус карликовой планеты. Крошечное небесное тело набрало лишь 1/6 часть массы нашей Луны и диаметром не превышает 1/3 естественного спутника Земли. Несмотря на это, он считается самой большой карликовой планетой в Солнечной системе. У Плутона есть собственная атмосфера, которая окружает его загадочной голубой дымкой. Карликовая планета вообще богата необыкновенными явлениями и странными местами. Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» смогла долететь до Плутона и показать нам этот холодный, но геологически активный мир.
Он в основном состоит из молекулярного азота с небольшими добавками окиси углерода и метана. Красочный ландшафт Плутона усеян горными хребтами, а в периоды максимального сближения с Солнцем вокруг него и формируется разреженная атмосфера. Космический зонд обнаружил на поверхности Плутона два криовулкана – горы Райт и Пикар. Они представляют собой холмы льда высотой 5-6 километров и диаметром почти 1500 километров. Внутри ряда гор видны очень глубокие впадины. Они являются местом, откуда вулканы извергали расплавленный метан и лед. Правда, эти огромные объекты кажутся крошечными по сравнению со странным 44-километровым кратером Келадзе. Изучив его по снимкам космического аппарата «Новые горизонты», ученые сделали вывод, что это супервулкан. Вернее, суперкриовулкан, поскольку когда-то он извергал водяной лед с разнообразными органическими примесями. Хотя основная часть поверхности Плутона состоит из метанового и азотного льда, в кратере неожиданно оказалась обычная вода. Необычно и то, что в водяном льду вблизи кратера Келадзе присутствует аммиак. Это вещество способно снижать температуру замерзания воды, что позволяет ей сохраняться в жидком виде даже при сильном холоде. Ученых особенно заинтересовало то, что аммиак входит в состав разнообразных органических веществ. Наличие в нем жидкой воды может создать условия для возникновения жизни. Есть ли она в кратере, еще предстоит уточнить исследователям. А мы осмотрим главную достопримечательность Плутона – гигантскую область Томба-Регио. Она имеет форму сердца и достигает диаметра 1600 километров. Западную часть региона, равнину спутника, называют одним из 7 чудес Солнечной системы. Нас наверняка не оставит равнодушными великолепное сияние плит из яркого азотного льда, покрывающего долину. Вероятно, объект является гигантским ударным кратером, который со временем заполнили замерзшие газы из атмосферы Плутона. Космический корабль «Новые горизонты» сделал снимки и многих других потрясающих пейзажей планеты. Чего только стоит странная пластинчатая область, усеянная гигантскими осколками метанового льда. Самая высокая скала в ледяном царстве достигает 500 метров в длину. Это почти равно небоскребу Бурдж-Дубай, который возвышается на 512 метров над землей. И, кажется, не может быть ничего более привлекательного, чем этот сюрреалистический пейзаж. Но карликовая планета предложит нам еще одну, не менее потрясающую локацию. Ученые НАСА обнаружили на Плутоне признаки моря из жидкого азота. В нем, вероятно, есть несколько водяных ледников. Они имеют меньшую плотность, чем азот, потому не тонут. Ледники напоминают причудливые айсберги, дрейфующие посреди бескрайнего азотного моря Плутона. По этому странному водоему когда-то, возможно, получится прокатиться на специальных круизных судах. И судьба «Титаника» из-за айсбергов кораблям не будет грозить. Ледяные глыбы в морях Плутона передвигаются крайне медленно, всего на несколько сантиметров в год. Неожиданно столкнуться с такими тихоходами практически невозможно. Церере, несмотря на то, что она настоящая крошка по сравнению с Плутоном, тоже есть что нам показать. Это крупнейший объект в поясе астероидов, хотя и самая маленькая из карликовых планет Солнечной системы. Ее площадь составляет 2370 километров, что соответствует примерно 2% земной суши и сопоставимо с территорией Аргентины. Но небесная малютка совсем непроста. Например, на 20-30% она состоит из водяного льда, а это чрезвычайно высокий показатель. Часть льда выбросили вулканы из недр карликовой планеты, где находится ее каменное ядро и водная мантия. Последнее извержение на миниатюрной планете произошло почти 2 миллиона лет назад. На его месте обнаружены следы больших скоплений соли, возникающих в результате активности вулкана Ахуна-Монс. Его фото сделал межпланетный зонд НАСА «Рассвет». Мы видим на снимках гору в виде пирамиды, высотой около 4 километров. Этот вулкан, похоже, единственный на Церере. Он очень озадачил астрономов тем, что не завел ни одного соседа. Но почему ученым это показалось неестественным? Дело в том, что вулканы очень редко возникают на планетах в одиночку. На Церере почему-то данное правило не работает. После исследований ученым удалось все объяснить.
Оказалось, что Ахуна Монс – самый молодой вулкан карликовой планеты, а другие, более старые, не сохранились. Миллионы лет назад на Церере, скорее всего, было множество извергающих криомагму разрывов в коре. По мнению ученых, бугристая вулканическая поверхность планеты в течение длительного периода времени попросту выровнялась. Процесс связан не с эрозией почвы, как бывает с горами и вулканами на Земле. В условиях Цереры криовулканы просто вытекли из своей формы. Ахуна Монс, которому всего 200 миллионов лет, не успел подвергнуться этому процессу. Если вам понравились криовулканы, то их стоит поискать и на карликовой планете Маки-Маки, родом из пояса Койпера. Солнцу трудно дотянуться до нее своими лучами. Расстояние между звездой и Маки-Маки в среднем составляет почти 45 астрономических единиц. Ландшафт этого далекого мира представляет собой ледники из твердого азота и равнины из метанового льда. Этот покров ярко отражает далекие лучи звезды. Ландшафты получаются потрясающе красивыми, но изюминка карликовой планеты в другом. Маки-Маки удивила астрономов своим теплом. На ней есть области с более высокой, чем ожидалось, температурой, которую трудно объяснить. Под метановым ледяным покровом средняя температура поверхности Маки-Маки должна быть около минус 233 градусов. Но на планете или около нее есть нечто более теплое. Эта область разогрета примерно до минус 126. Жуткий холод для каменистых планет и настоящие тропики для пояса Койпера на окраине Солнечной системы. Действительно, в 2016 году у карликовой планеты был обнаружен небольшой темный спутник. Однако он сам по себе не может объяснить странный теплый всплеск в инфракрасном излучении Маки-Маки. Гравитации спутника не хватает, чтобы недра планеты сжимались и растягивались, выделяя тепло. Тем более, что карликовая планета поддает жара даже больше, чем первоначально предполагали астрономы. Это показали недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Ученые строят различные гипотезы по поводу тепловой аномалии. Возможно, там действуют криовулканы, которые перекачивают тепло из более теплых недр на поверхность объекта. Карликовая планета Эрида еще более, в прямом и переносном отношении, покрыта мраком, ведь находится очень далеко. Исследователи говорят, что даже в полдень там будут сумерки из-за большого расстояния до Солнца. С Эридой нашу звезду можно закрыть булавочной головкой. Карликовая планета в 68 раз дальше от Солнца, чем Земля, и ее никогда не посещали космические аппараты. Однако точно известно, что на полный оборот вокруг Солнца у нее уходит 557 лет. Невероятный срок, который сопоставим с периодом от средних веков до нашего времени. Еще ученым удалось получить более полное представление о внутренней структуре Эриды на основе ее орбитального взаимодействия со своим спутником Динцомией. Диаметр карликовой планеты не превышает 2326 километров, что немного меньше, чем у Плутона. Благодаря такому составу Эрида примерно на 25% превышает массу Плутона. По словам исследователей, карликовая планета имеет скалистую внутреннюю часть, которая прячется под ее ледяной оболочкой, а горные породы плотнее, чем лед. Тем не менее, есть предположение, что в глубинах Эриды скрывается жидкий океан. Как он появился на объекте, безумно далеком от Солнца? Вероятно, в какой-то момент своей истории Эрида стала достаточно горячей, чтобы расплавиться. Это позволило каменистым породам опуститься к центру карликовой планеты. Лед на ее поверхности до сих пор медленно тает под воздействием остаточного тепла внутри. Да, Эрида, несомненно, очень странное небесное тело. Между тем, карликовую планету Хаумеа вообще можно назвать сплошным недоразумением. По размерам этот объект, который находится за орбитой Нептуна в поясе Койпера, имеет странную форму яйца. И еще он как бешеный крутится вокруг своей оси, будто куда-то очень спешит. Обе эти странности, по мнению ученых, взаимосвязаны. Быстрое вращение и вытянуло карликовую планету, придав ей форму яйца. День на Хаумеа из-за этого тоже оказался очень необычным. Он длится всего 4 часа. Только позавтракал и сделал зарядку, пора готовить ужин и ложиться спать. Ну, может, еще хватит времени на небольшую прогулку, чтобы полюбоваться достопримечательностями Хаумеа. Главное из них — ледяной панцирь, покрывающий планету, вернее его состав.
Хаумеа сковывает лед из чистой воды. Также известны происхождение других объектов с теми же характеристиками, что и у карликовой планеты, которые вращаются с ней по одной орбите. Их принято называть семьей Хаумеа. Астрофизики из Центра космических полетов имени Годдарда и Аризонского университета решили построить модель того, как появилась на свет вся эта родня. Ученые установили, что в начале существования Солнечной системы карликовая планета была намного менее плотной, чем сейчас, и на 3% более массивной. Причиной перемен был удар по касательной большого объекта. Из-за этого от карликовой планеты откололось множество кусков и улетело в далекий космос. Тогда резвая Хаумеа вращалась даже быстрее, чем сейчас. Более тяжелые камни со временем опустились в центр карликовой планеты, а легкий водяной лед образовал ее тонкую кору. Однако вращение объекта было столь быстрым, что наружные слои льда на экваторе в дальнейшем не удерживались и откалывались от Хаумеа. Так возникло ее семейство. Отделение кусков привело к уменьшению момента инерции карликовой планеты. Она приобрела удлиненную форму и немного замедлила вращение. Водяной лед на ее поверхности частично растаял, а затем проник вглубь. Вот такие приключения в прошлом пережила маленькая карликовая планета. В Солнечной системе, скорее всего, есть немало объектов с еще более удивительной историей, и астрономы открывают все новое. Недавно, например, была обнаружена карликовая планета, которая пока не вошла в каталоги, но она уже получила прозвище «Гоблин» и официальное название Лелиакухонуа. Космический гоблин находится на самом краю Солнечной системы, в облаке Оорта, которое теоретически представляет собой пузырь из миллионов ледяных обломков. Это очень далеко от нашего мира. Если бы Земля находилась на расстоянии 1 сантиметра от Солнца, облако Оорта было бы на расстоянии полукилометра. Со временем астрономы надеются откопать там еще много интересного. На этих нескончаемых просторах, полных камней и гигантских ледяных гор, по одной из версий скрывается даже полноценная планета. Впрочем, ее присутствие не исключено и в поясе Койпера, который чуть ближе к Солнцу. Там, по мнению ученых, может кружить до 260 карликовых планет. К тому же еще до 10 тысяч подобных объектов способно прятаться за пределами пояса Койпера. И может вскоре мы проложим к ним новый круизный космический маршрут.